Сегодня мы рассмотрим ноутбук от компании Gigabyte Aero 17 HDR. Итак, ширина коробки 53 сантиметра. Высота коробки у нас составляет 33 сантиметра. Ну и примерная, так это плюс-минус толщина 12 сантиметров. Обычная стандартная коробка, ничего сверхъестественного нет. Пломбу я предварительно вскрыл, чтобы посмотреть, проверить при получении товара, что с ним все хорошо, так как ноутбук стоит не 3 копейки. При открывании коробки мы видим коробку с блоком питания и маленькая инструкция. Здесь есть провод питания, такой же обычный провод питания, как на всех компьютерах. Толстый, прочный, обычный стандартный провод питания от розетки. Далее мы видим непосредственно сам блок питания. Блок питания довольно увесистый. Если со стола упадет, с журнального столика упадет на пальчик, будет довольно печально. Сейчас мы посмотрим, сколько он весит у нас. Итак, его вес 680, 690 грамм, грубо говоря. Так что 690 грамм по пальчику будет больно. Есть небольшая макулатурка. Тут буквально 3 книжечки, не более того. Ничего тут сверхъестественного нет. Никаких бонусных всяких там, знаете, как вот ложат в разные игровые ноутбуки там ключи, там на покупку игр, там на подписку или чего-то еще. Ничего этого нет. То есть буквально все очень строго, очень лаконично. Инструкция на русском языке буквально расскажет и покажет, где какие порты находятся, куда чего подключается. Так что все очень минималистично. Давайте же откроем сам ноутбук, его посмотрим. Он упакован в пенопласт. То есть при заказе, я думаю, что не нужно переживать, что у него будут какие-то сколы. Ноутбук, сразу говорю, увесистый. Довольно серьезный вес тоже имеет. Поскольку на борту у него довольно жесткое железо. С коробкой никак разобраться не могу. Все думаю, куда ее деть-то. Пенопласт относительно жесткий. То есть, я еще раз говорю, что если будете заказывать через интернет-магазин или что-то еще в этом духе, огромная вероятность того, что ноутбук доедет. Вещь в руках смотрится и ощущается как очень стильная, очень строгая. По ощущениям, корпус сделан из металла, потому что это очень хорошего качества пластик. Верхняя крышка, я подозреваю, что она сделана все-таки из металла, но лучше всего читать обзоры. Здесь у нас есть USB-порт, есть HDMI DisplayPort, порт питания есть. А с другой стороны ноутбука у нас также присутствует сетевой кабель, картридер, два порта USB 3.2 и разъемы наушники. Отличные прорезиненные ножки. Ноутбук не будет скользить по столу, держится прочно, плотно, уверенно. Вот сетка вот эта, которую сейчас я вам показывал, она очень-очень способствует охлаждению. И выглядит все крайне приятно, крайне строго. Прям вот я доволен. Я доволен до безобразия. Полноценная клавиатура. Здесь есть веб-камера. Она прячется за шторкой. Так что у кого есть фобия, что вас будут подсматривать через вашу вебку, те, кто решатся купить этот ноутбук, сразу скажу, это огромный плюс, потому что у других производителей я такого не видел. Отметить, что могу сказать. Все очень действительно сделано с таким подходом премиум класса. То есть это
Это очень серьезный такой аппарат. Сейчас попробуем его замерить его вес. Сейчас обнулим весы. Ну, сбрасывайся. Ну, оно еще выключилось. Да-да-да, это обычные весы, которые стоят на кухне, электронные. Вот его вес 2,737 грамма. В нем нет жестких дисков. В нем стоит два твердотельных накопителя объемом по 1 терабайту. А железо скомпоновано все очень-очень плотно. И поэтому туда просто некуда ставить жесткие диски. Корпус, опять же, говорю, я на некоторых форумах, когда читал, все жаловались, что очень маркий корпус. А на самом деле, я бы так не сказал. Все очень-очень классно. И, грубо говоря, сейчас будем тестировать его в играх. Ну что, ребят, поехали. Значит, у нас следующий на очереди Rust. Все настройки выставлены на максимум. И, ну, в принципе, все цифры на экране. Все видно. Прям вот, можно сказать, даже более или чем. Даже вообще без слов все. Единственное, что при монтаже уже непосредственно я, когда просматривал запись, потому что сразу на ноутбук, на этом же ноутбуке это все и записывалось, на этом же ноутбуке это все и монтировалось, немножко здесь вот в конце Ростецкий начал почему-то зернить именно на записи. На мониторе непосредственно все отображалось весьма-весьма корректно. Ну а пока мы наблюдаем за картинкой, давайте немножко ознакомлю, чего это такое, за чудо вообще такое-то. Как я и ранее уже говорил, эта штуковина у нас от Gigabyte, ноутбук Aero 17 HDR YC. Так, YC. Да, YC. У них две модели есть. Одна XC, XC, ну, грубо говоря, другая YC. Отличие идет по процессору и по видеочипу. В XS это i7 и видеочип 3070, а в IC, как в данном случае, это i9 и графический чип идет RTX 3080. В принципе, вот честно признаться, прям вообще огонь. Ну, мне нравится, по крайней мере. Фризов в процессе тестирования, грубо говоря, я не наблюдал. Все довольно идет ровно, гладко, без дерганий. На видеозаписи были небольшие проблемы. Ну, грубо говоря, пока все до конца настроил, пока разобрался, чего, как, где, кого, как, откуда. Ну, в итоге, что имеем, то имеем. Хотя с меня обзорщик подобной техники такой себе еще. Что еще хотел сказать? На борту у него два SSD накопителя по 1 терабайту, 64, если я правильно сейчас помню, гигабайта оперативной памяти. Да, 64 гигабайта оперативной памяти. Монтаж видео происходил, как неудивительно, довольно ровно, очень быстро, очень оперативно. И, ну, в целом я вообще очень просто доволен. Просто до безобразия. Поэтому, ну, просто смотрим за картинкой. Вот где-то в этом моменте начало немножко зернить. Именно вот на рассвете. Хотя показатели по температуре, по количеству кадров вы сами видите. В среднем, ну, бывают просадки до 80 кадров, но это не столь существенно на самом деле. Тогда как даже на очень многих персональных компьютерах, которые вот эти здоровенные махины стоят дома, там, конечно, да, бывает такое, что просадки до 20 кадров и до 15, и графика далеко не в топ выкручена.
Вообще я сочувствую таким ребятам, кто играет на таких машинах. Очень сочувствую. В конце ролика обязательно назову цену. Прям вот. Мне аж интересно, что вы напишите в комментариях на этот счет. Ноутбук, конечно, просто потрясающий на самом деле. В начале ролика я не слегка оговорился. Он не пластмассовый, он металлический. Просто я перещупал до этого довольно много ноутбуков. Почему-то мне запомнилось, что он именно... крышка у него пластиковая. Нет, это не так. Теперь мы плавно перешли к GTA-шке. Опять же, у нас все настройки максимально я выкрутил на максимум. И сейчас немножко прокатимся по городу. И вы, в принципе, все сами увидите. Я здесь небольшую запись сделал. Итак, поехали. Значит, у нас процессор, опять же, это Intel Core i9 10980 HK. Блин, смотрю на картинку даже сейчас при монтаже и просто вообще такой сижу, думаю, ого. Графический адаптер здесь от NVIDIA GeForce RTX 3080. Памяти я уже здесь сказал, в принципе. 8 гигабайт памяти это на графическом процессоре у нас висит. Оперативной памяти, опять же, повторюсь, здесь 64. DDR4 используется. Дисплей 17,3 дюйма. Соотношение сторон 16:9. Это у нас мы плавно подошли непосредственно к RDR 2. Здесь я накручиваю настройки как можно больше. Все, чтобы посмотреть вообще, на что это все способно. И... Так, что и сейчас все сами видите. Этот звук, если честно, переключение вот этой менюшки что-то напоминает. Ну да ладно, погнали дальше. Вот. Дисплей. Значит, он у нас 255 точек на дюйм. Это довольно-таки плотное количество точек набитое. Ну, могу сказать, что отображает цвета просто превосходно. Ну и цена. Цена сие чудо на сегодняшний день 340 тысяч рублей. 340 тысяч рублей в обалденном дизайне и с потрясающей мощностью. Пишите ваши комментарии, что вы об этом думаете. До новых встреч. С вами был Валта.